Русскоговорящие в Украине – это диверсанты и носители оружия Москвы. Новый языковой скандал. Кто призвал не жалеть русифицированных украинцев? Путин призвал к штурму, заявление о прорыве фронта и поражении ВСУ, срочное обращение к военным. Зеленского готовят к капитуляции, требования к союзникам Киева. Удар по военным Запада. Россия озвучивает цели, резкое заявление для Лондона. Москва ждет ответа. Нелояльных к государству выбросить из страны и отобрать гражданство. Латвия голосует за войну с несогласными. Орбан хочет больше власти. Как премьер собирается стать президентом и каков замысел его партии? Британцы призывают опомниться. В Лондоне стали на защиту российских замороженных активов. И громкое дело в Узбекистане. Многомиллионный штраф за инициативу и красоту. Об этом и не только, досмотрите. Всем привет, друзья! Это «Время Прядку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка, как и всегда. Прямо сейчас, пожалуйста, нажмите лайк, поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях, а я начинаю. Языковой вопрос опять на повестке дня в Украине. Люди, говорящие на украинском, не должны жалеть тех, кто говорит на русском. Такое заявление сделала украинская писательница, известная своими резкими высказываниями в адрес русскоязычных. Лариса Ницой в интервью каналу «Великий Львив» заявила, что те, кто говорит на русском, это диверсанты и носители оружия Москвы. Это цитата. В этом же интервью она заявила, что Львов уже потерял статус украиноязычного города из-за того, что там теперь проживает много русскоговорящих. Писательница отмечает, что русские доминируют в публичном пространстве Львова, в том числе среди молодежи. Москали используют свой язык как оружие. Они насаждают на оккупированных территориях своим языковым оружием свою власть, свое сознание, свое мировоззрение. Они заставляют людей говорить своим языком и смотреть на мир через свою призму, через свои очки. Это является инструментом, это является оружием. Мы должны против их оружия воевать так же, как против ракет, так же, как против их дронов. И поэтому я обращаюсь ко всем людям, которые уже поняли, насколько это важно. Не жалейте русифицированных людей. Они давно должны были перейти на украинский. Это перед нами диверсанты. Это носители оружия Москвы. Из Латвии предлагают выдворять нелояльных к государству и отбирать у таких людей гражданство. Петиция с таким призывом быстро набрала необходимые 10 тысяч подписей, и Сейм Латвии конституционным большинством голосов передал ее на рассмотрение комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Издание ЛСМ при этом пишет, что само решение не означает автоматически, что предложение действительно превратится в законопроект. Но авторы петиции уверяют, их инициатива – необходимость. Общество получит от этого безопасную среду, которая предотвратит угрозы и укрепит латвийское государство. Вместе с лояльными представителями других национальностей это укрепит самоуважение латышей и уверенность в том, что наша страна, в которой мы живем, учимся и работаем, неделима и в отношении национальных ценностей, территории, принципов, законов и языка. СМИ Латвии при этом напоминают, за что сейчас лишают гражданства. Это получение гражданства другого государства без подачи уведомления Латвии, служба в иностранных войсках за исключением стран НАТО, ЕС, Украины и нескольких других государств, ложные или неполные сведения при процедуре натурализации, занятие деятельностью, которая направлена на свержение власти или призывы к этому, а также оказание поддержки государствам или лицам, осуществляющим преступную деятельность, геноцид, преступления против мира, человечности, военные преступления и так далее. Орбан хочет стать президентом Венгрии и иметь еще больше власти. Премьер-министр рассматривает возможность сохранения власти в стране независимо от результатов парламентских выборов, которые пройдут в апреле 2026 года. Об этом пишет Bloomberg. По данным издания, опросы показывают преимущество оппозиции, и Орбан изучает сценарий конституционных изменений по аналогии с Турцией и Россией. Правящая партия Фидес уже инициировала изменения в законодательстве. Парламент принял закон, усложняющий процедуру отстранения президента от должности. Если Фидес победит, Орбан сможет руководить страной как сильный президент, передав оперативное управление доверенному союзнику. В случае поражения, уточняет Bloomberg, он сможет ограничивать действия возможного правительства оппозиции, которое возглавит Петер Мадьяр, выступающий за более тесное сотрудничество с Евросоюзом и пересмотр политики последних лет. Bloomberg подчеркивает, что международная ситуация и отсутствие давления со стороны ЕС и США делают момент благоприятным для таких шагов. Издание напоминает, что Орбан поднял тему президентской системы после встречи с Трампом, который очень любит Орбана, заявив, что такой план всегда лежал на столе. Идея превращения церемониальной должности главы государства в могущественный пост может оказаться лишь размышлениями лидера, который превратил Венгрию в провозглашенную им нелиберальную демократию.
Но, учитывая прецеденты Турции и России, в Будапеште говорят, что Орбан не уйдет тихо, если проиграет первые за 20 лет выборы. Новое откровение бизнесмена Коломойского. Его второй раз за неделю привезли в суд, и он второй раз делает громкое заявление. Накануне, после того, как израильская полиция фактически опровергла слова бизнесмена о покушении на соратника Зеленского и подозреваемого в коррупционной схеме Миндича на территории Израиля, Коломойский заявил: дело хотят замять, а потому не афишируют. Выступая перед заседанием суда, украинский бизнесмен заявил журналистам, что человек, который собирался напасть на Тимура Миндича в Израиле, получил оружие в посольстве Украины в Израиле. По его словам, двое неких фрилансеров приехали из Украины. Один из них менял паспорт в посольстве, и его там завербовали. Коломойский утверждает, что при посольстве работает сотрудник внешней разведки, который мог участвовать в этом. Он также сказал, что оружие было с глушителем, а грабить с таким не ходят, и уверяет, что Украина и Израиль попытаются замять ситуацию. Ранее посольство Украины опровергло информацию о покушении, заявив, что полиция Израиля не получала никаких сообщений о подобных инцидентах. Израильские СМИ писали о происшествии со слов самого Коломойского. Не только в Бельгии, но уже и в Британии боятся трогать российские замороженные активы для дальнейшей передачи Киеву. Британские банки предупреждают правительство, что план использовать около 8 миллиардов фунтов замороженных российских активов может привести к серьезным юридическим рискам. Банки опасаются, что Москва подаст иски, а Лондон при этом не предлагает им никаких гарантий защиты, в частности компенсации. Об этом пишет Financial Times. Нас беспокоит юридическая сторона. Правительство создает новый прецедент, потому что никогда ранее не изымало активы подобным образом, сказал один из топ-банкиров. Россия будет судиться за них. Юридический риск состоит в том, что если Украина не погасит кредит, вам придется изымать актив, который правительство считает вашим, но Россия нет, отметил консультант крупных кредиторов. Напомню, что ЕС может устроить темную Брюсселю, а премьер-министр Бельгии Барт де Вевер окажется на грани изоляции, если сорвет план Европейского Союза по предоставлению Украине репарационного кредита. Накануне об этом писало издание «Политико». При этом вице-премьер и министр финансов Бельгии Венсан ван Петтегем заявил, что замороженные российские активы в конечном итоге должны быть использованы для Украины. Но Бельгия не пойдет ни на какие безрассудные компромиссы, пока не будут сняты все юридические и финансовые риски. Украине необходима непоколебимая поддержка, и Россия действительно должна заплатить за войну, за эту несправедливую войну и агрессию. И замороженные активы должны быть использованы для этого. Вопрос, конечно, в том, что сегодня у нас, как у ответственных политиков, есть определенные опасения. В России накануне заявили, что ответственность за последствия такого шага ЕС будет лежать на тех, кто придумал изъять у России средства. Сама же Москва готова к ответному удару. Еще раз повторю, что любые махинации с российскими резервами со стороны Европейского Союза и со стороны его подельников, кстати говоря, тоже, разумеется, не останутся без жесткого ответа с нашей стороны. Срочное обращение Москвы. Удар по военным Запада на территории Украины – это законно и оправданно, заявляют в МИД РФ. В ведомстве Лаврова уверяют, позиция России не изменилась. Любые иностранные силы и войска рассматриваются Москвой как законные цели. Захарова сделала такое заявление на фоне недавнего сообщения о гибели британского военного на территории Украины. В Москве считают, что британец не был инструктором или же военным советником, а напрямую участвовал в подготовке диверсий и терактов против России. Теперь Москва запросила ответ и обратилась к Лондону. Это первый раз, когда британские власти публично подтвердили факт гибели своего кадрового военного в ходе украинского конфликта. При этом глава британского кабинета пафосно заявил, что этот самый Хули, дескать, помогал Украине в ее борьбе за свободу. Хотелось бы подробностей от них, а эти подробности, безусловно, появятся. Но Лондон должен честно признаться, а что же он там делал, этот самый их Хули. О смерти военного из Британии на территории Украины стало известно на этой неделе. Британское военное ведомство опубликовало некролог на своем сайте, в котором говорилось, кем был их подчиненный и какую карьеру он смог построить к своим 28 годам. На сайте Минобороны Великобритании говорится и о причинах гибели. Капрал Хули погиб в результате трагического несчастного случая во время наблюдения за испытанием украинскими силами новой оборонительной системы вдали от линии фронта. Ему было 28 лет.
Недоволен Зеленским и Путиным. Новое заявление Белого дома. Трамп разочарован действиями Украины и России. При этом Вашингтон уже в курсе последнего предложения и варианта мирного плана. Об этом заявила пресс-секретарь администрации Трампа Ливит. Wall Street Journal пишет резче. Трамп недоволен Зеленским, и свое недовольство он высказал в телефонном разговоре с европейцами, который прошел в среду 10 декабря. Зеленского, по сути, призывают сдаться и пойти на условия Путина, отдав Донбасс, говорится в публикации. По словам участников разговора, в напряженном телефонном разговоре в среду Трамп сказал лидерам Германии, Франции и Великобритании, что они должны надавить на Зеленского, чтобы тот принял условия американского плана мира, согласно которому Украина соглашается на значительные территориальные потери и ограничивает численность своей армии. В Украине, отмечу, сейчас активно обсуждают новый мирный план. В нем 20 пунктов. Детали опубликовало накануне издание «Зеркало недели». Напомню, основные пункты, которые считают слегка переделанными. Итак, быстро. План предполагает признание контроля России над Крымом, Донецкой и Луганской областями, заморозку линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, создание демилитаризованной зоны в Донецкой области, закрепление новых границ дипломатическим путем, обязательство Украины не пытаться вернуть территории силой. Предлагается передать управление ЗАЭС новому владельцу из США. 50% энергии пойдет Украине, куда остальное не уточняется. Украина формально не обязана отказываться от вступления в НАТО, но США берут обязательство блокировать расширение НАТО, включая Украину. Украине разрешают иметь 800 тысяч военнослужащих, документ о гарантиях при этом не юридически обязующий, использовано слово «заверение». Многие страны-гаранты не готовы давать военные гарантии, механизм ответа на новые боевые действия расплывчат и зависит от решения президента США. В случае неспровоцированного удара Украины по России гарантии отменяются. США требуют провести выборы в Украине как можно скорее после подписания мира. Зеленский при этом уже заявил, что американцы предложили компромиссное видение по поводу Донбасса. Оно, с его слов, выглядит так. Украина войска выводит, а российские войска на территорию, с которой вышли ВСУ, не заходят. Они видят, что украинские войска выходят с территории Донецкой области. И компромисс как будто в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донецкой области. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже свободной экономической зоной или демилитаризованной зоной, они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение Соединенных Штатов Америки. Киев и Вашингтон при этом накануне провели очередные переговоры, на этот раз по гарантиям безопасности. От США участвовали Марко Рубио, Пит Хексет, Стив Уитков, Джаред Кушнер, генералы Кин и Гринкевич, а также Джош Груенбаум. На Банковой вновь заявили, что готовы к выборам, но должно быть прекращение огня. Зеленский призвал США обратиться по этому поводу к России, а в России заявили, что выборы в Украине должны пройти. Так считает Кремль. Президент Украины по Конституции закончился срок. Поэтому должны быть выборы. Путин же собрал совещание и обратился к генералам. Москва заявляет о взятии ряда населенных пунктов в Украине, в частности Северска. Украинская сторона потерю опровергает. При этом Путин заявил о прорыве на фронте, поражении ВСУ, а также призвал штурмовать позиции украинских войск и дальше. Мы понимаем, что, создав этот укрепрайон, в районе Северска и в самом городе, противник рассчитывал на то, что мы там увязнем в штурме этого города, и тем самым он сможет сдержать наше наступление. У противника ничего не получилось, а у вас получилось все. Командующим группировками войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции. Друзья, как оцените компромиссное предложение США в зоне, в которой нет ни войск Украины, ни войск России? И как относитесь к остановке войны по нынешней линии фронта? Вновь говорю всем вам спасибо за вашу поддержку в виде лайков и спасибо вам за разного рода комментарии. Принимаю и ваши пожелания. Это также ценно для меня. А я продолжаю. Самовольно оставил часть, а потом решил вернуться и перевестись в другую бригаду, отправят в десантно-штурмовые войска без обсуждения. Новое распоряжение для военных обсуждают в Украине. Издание «Громадское» со ссылкой на военных, которые слили внутренние документы о новых правилах, пишет, что теперь представителям ВСУ будет намного труднее перевестись в другую часть, если они ранее самовольно оставили часть. Таких называют СЗЧшниками. Всех, кто возвращается из СЗЧ, будут направлять только в штурмовые или десантно-штурмовые войска.
войска, независимо от рекомендательных писем или желаний самих командиров. Некоторые командиры жалуются, что даже если они захотят взять к себе бойца, то система все равно отправляет его в штурмовики, говорится в публикации. Необходимо довести эту информацию до всех военнослужащих не как страшилку, а как информирование, чтобы как можно больше военнослужащих поняли, что схема перевода вследствие самовольного оставления части в выбранную часть уже не работает, говорилось в сообщении, которое командир отправил бойцам механизированной бригады. На появление этой информации уже отреагировали в Генштабе ВСУ. Там заявили, что условия возвращения после СЗЧ не изменились. Однако самовольное оставление части теперь не поможет военным найти теплое и уютное место службы. И решивших вернуться в войско отправят в любые боевые бригады. В то же время следует отметить, что эти изменения делают нецелесообразным совершение самовольного оставления части военнослужащими в надежде перевестись в желаемую воинскую часть. Рекомендательные письма, которые теперь становятся исключительно электронными, не должны быть способом перевестись из боевой бригады, выполняющей задачи на активном участке фронта, в воинскую часть с более комфортными условиями службы. Инициатива наказуема. В Ташкенте мужчину оштрафовали практически на $7000 за то, что он превратил пустырь в зеленую зону, потратив при этом больше $80 000 из своего кармана. Жители Яшнабадского района Ташкента Арсена Аванесяна, который за собственные средства благоустроил заброшенную зону у железнодорожных путей, оштрафовали за, внимание, нарушение земельного законодательства. Теперь мужчине надо заплатить не только штраф в 82 миллиона сумов, это в районе $7000, но и вернуть участок в прежнее состояние, фактически снова превратив его в пустырь. История получила огласку после публикации блогера и общественного деятеля Ислама Капарзо. По словам Аванесяна, он начал благоустройство еще в 2022 году. За это время на участке было высажено 1500 растений, установлена система полива, освещения и видеонаблюдения. В работах участвовали 300 соседей. Аванесян утверждает, что перед началом работ согласовал инициативу с Махалинским комитетом, а местные жители полностью поддержали проект. Друзья, всем спасибо за просмотр, хорошего дня. Не забудьте поддержать работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.